Главные новости сегодняшнего дня. Известного певца Александра Николаевича Серова госпитализировали прямо во время музыкального концерта в городе Волгограде. Точная причина госпитализации пока неизвестна. У 73-летнего певца наблюдается высокая температура, дыхательная и сердечная недостаточность. Состояние здоровья Александра Серова оценивается как тяжелое. Известная актриса Рената Литвинова, которая на данный момент проживает во Франции, неожиданно вернулась в Россию и на следующий день подверглась аресту. СМИ сообщают, что Рената Литвинова вернулась в Россию, чтобы в короткие сроки продать свою недвижимость. Однако финансовая сделка оказалась незаконной, и коммерческой деятельностью Ренаты Литвиновой заинтересовался Следственный комитет, после чего известная актриса была задержана. На известную актрису Лию Ахеджакову завели уголовное дело за критику спецоперации и нелицеприятные высказывания актрисы против своей родины и российских властей. Во время недавнего концерта Лии Ахеджаковой на территории Соединенных Штатов Америки известная актриса публично выразила открытую поддержку враждебному государству, а также в критической форме отозвалась о руководстве Российской Федерации. Как сообщают центральные СМИ, по возвращению в Россию Лия Ахеджакова будет подвергнута немедленному аресту. Видный общественный деятель Евгений Пригожин, которого совсем недавно нашли живым и невредимым, готовится к работе в антикоррупционном комитете. С 1 января 2025 года он займет должность начальника безопасности. По словам Никиты Сергеевича Михалкова, Евгений Пригожин будет обеспечивать безопасность сотрудников комитета и помогать им во время проведения антикоррупционных проверок. Следственный комитет Российской Федерации, Генеральная прокуратура и команда Никиты Михалкова добились пересмотра уголовного дела против семьи известного певца Олега Газманова. Данное дело началось еще в январе этого года. Главным фигурантом данной криминальной истории стал наследник Олега Газманова Родион Газманов, а позже выяснилось, что и сам Олег Михайлович Газманов причастен к данной истории. Еще в январе 2024 года семью Олега Газманова обвинили в ведении незаконного игрового коммерческого бизнеса в городе Калининграде и других городах Российской Федерации. В то время данная история получила широкую общественную огласку. Еще в январе 2024-го проверять незаконный бизнес Родиона Газманова отправились члены комитета известная актриса Ирина Муравьева и покойный Вячеслав Добрынин. Сотрудникам комитета практически удалось выйти на след преступников, однако в последний момент на них было совершено нападение, а позже стало известно, что в нападении на членов комитета был замешан никто иной, как Родион Газманов. Родиона Газманова отправили в следственный изолятор города Калининграда, и он несколько месяцев находился под арестом. Однако в последний момент к нему пришел на помощь его друг и покровитель, пресс-секретарь Верховного Главнокомандующего Дмитрий Песков, и Родион Газманов оказался на свободе. Однако спустя длительное время команде Никиты Михалкова все-таки удалось добиться справедливости, и уголовное дело против семьи Олега Михайловича Газманова возбуждено вновь. Теперь уже достоверно известно, что Олег Газманов был в курсе криминальных дел своего сына Родиона, однако он не попытался остановить его, а наоборот поддерживал финансово. По заявлениям Генеральной прокуратуры Российской Федерации, семье Олега Газманова за подобные деяния может грозить до 12 лет лишения свободы реального срока. Пресс-служба комитета сообщает несколько трагических новостей из мира шоу-бизнеса и культуры. Накануне вечером в московском метро на станции Автозаводская трагически погибла в результате несчастного случая бывшая участница музыкальной группы «Дискотека Авария» Анна Хохлова.
Анне Хохловой был 41 год. Она выступала в музыкальном коллективе с 1999 года. У женщины осталось 3 детей и супруг. Еще одно несчастье теперь уже за рубежом. Во время отдыха в Швейцарии на горнолыжном курорте под названием «Амбикс» тяжелую травму головы получила известная российская певица Полина Гагарина. Полина Гагарина много занимается спортом, а совсем недавно решила освоить горные лыжи. Однако известная певица проводила тренировку без специального тренера, что и привело к печальным последствиям. Полина Гагарина была госпитализирована, состояние здоровья оценивается как удовлетворительное. К слову сказать, это уже не первый несчастный случай среди российских артистов, связанный с зимними видами спорта. Совсем недавно тяжелую травму на горнолыжном курорте Абзаково получил член комитета известный певец Александр Маршал. Ну и в продолжение зимней темы главный Дед Мороз России был суммарно оштрафован на 25 тысяч рублей за многочисленные нарушения правил дорожного движения, в частности превышение скорости на различных дорогах городов Российской Федерации. Ну и, наконец, главная трагедия дня. Сегодня утром недалеко от берегов Турции в проливе Босфор, который соединяет Черное и Мраморное море, затонула частная яхта известного композитора Константина Меладзе. Яхта совершала туристическое путешествие. На борту транспортного средства находились многие известные публичные личности, бизнесмены, родные и близкие Константина Меладзе, а также известные артисты шоу-бизнеса, такие как певица Вера Брежнева, Светлана Лобода, певец Айдамир Мугу и музыкальная группа 90-х годов под названием «Божья коровка». Известные артисты находились на борту яхты со своими семьями и женами. Основной причиной для трагического события стал отказ ходового двигателя и пробоина в судне. Яхта Константина Меладзе не ремонтировалась с 2015 года. Полная картина трагедии пока устанавливается, однако уже к этому часу достоверно известно, что в результате несчастья погиб вместе со своей семьей певец Айдамир Мугу. Также погибли вместе со своими женами 2 участника музыкального коллектива «Божья коровка» Сергей Новиков и Аркадий Раев. Певицы Вера Брежнева и Светлана Лобода серьезно не пострадали, однако на данный момент бесследно исчезли композитор Константин Меладзе и другие бизнесмены, которые были на яхте. На данный момент ведутся их поиски. Певец Айдамир Мугу известен широкому зрителю по музыкальному хиту «Черные глаза», который появился в 2005 году, а музыкальная группа «Божья коровка» получила наиболее широкую популярность в 90-е годы прошлого столетия, благодаря своей знаменитой песне «Гранитный камушек». Службы спасения Турции начали глобальные поиски пропавших членов экипажа яхты. Ну и очень приятная новость. Несколько часов назад был арестован криминальный авторитет Василий по прозвищу Росомаха, который 2 дня назад совершил нападение на сотрудников комитета во время праздника, который был посвящен открытию организации. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления сотрудникам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.